Вы думали, Тымайкин это просто биопарк с животными? Совсем недавно тут появилась новая иммерсивная штука – планета вида. Мы покажем самое интересное – топ животных Южной Америки и Африки. Тех, которые реально впечатляют. И в конце честно ответим на главный вопрос – стоит ли парк своих денег? Друзья, сегодняшний ролик посвящен таким же любителям животных, как я. Мы приехали в биопарк Тымайкин, чтобы снять обзор этого прекрасного биопарка. Я думаю, каждый, кто живет в Буэнос-Айресе и не только, знает о нем. Сразу про билеты. Вход на одного человека – удовольствие не из дешевых. Мы покупали онлайн, и там было указано, что покупка поддерживает Фундасьон Тымайкин, фонд, который занимается животными. И буквально сразу на входе нас встречают розовые фламинго. Послушайте, как они разговаривают. Фламинго часто стоят на одной ноге, так они экономят тепло и энергию. А у белых пеликанов есть фишка – они ловят рыбу, не ныряя, собирают ее с поверхности. Тымайкин – это несколько разных миров – Африка, Южная Америка и Азия. Ну, как будто на природе. Парк очень ухоженный, много деревьев, лавочек и мусорок. Не перематывайте, животных из разных частей света мы будем миксовать. Например, сейчас мы видим большую черепаху. Она действительно гигантская и впечатляет своим размером. Дальше по маршруту – кондор. Это андский кондор, символ Анд. Размах крыльев может достигать до 3 с лишним метров, поэтому он почти не машет ими, ловит теплые потоки и часами парит. Питается в основном падалью, очищая природу. А живут кондоры удивительно долго, иногда больше полувека, до 70 в неволе. Давайте пойдем к кошачьим. Там начинается самая хищная часть парка. Кто смотрит нас давно, наверное, знает, как я люблю диких кошек. А еще я люблю, когда вы ставите лайк, и это помогает продвижению наших роликов. Спасибо, что смотрите и комментируете. Я люблю ягуара. Это ягуар, главный хищник тропиков Америки и самый крупный кот Южной Америки. В отличие от многих кошек, он любит воду, уверенно плавает и часто держится рядом с реками. Еще одна особенность – невероятно мощный укус. Ягуар может прокусывать даже панцири и кости. Ну а мы с вами идем дальше, к другим кошачьим, не менее сильным и опасным – бенгальским тиграм. Сразу важный момент – в Аргентине они не водятся, и здесь они не потому, что местные. Тымайкин – это биопарк. Он показывает виды из разных регионов мира, особенно тех, которым в природе сейчас тяжело. Бенгальский тигр относится к исчезающим видам, а такие животные здесь в первую очередь про просвещение и поддержку программ сохранения. И еще интересный факт. Полосы у тигра уникальны, как отпечатки пальцев, и они есть не только на шерсти. Кожа под ней тоже полосатая. Так, ну что, как оказалось, что животные меня очень сильно любят, они на камеру пытаются двигаться, как это делали тигры, и кондор, который показал нам свое крылышко. Вот, было очень мило. Пока все просто великолепно. Погода прекрасная, еще утро, поэтому некоторые животные активны. Было бы жарче, наверное, они бы спали в тенечке и вообще не показывались. Вот чего я точно не ожидала увидеть – большой аквариум с рыбами и акулами. У Тымайкин вообще сильная идея разных миров. Ты только что был среди деревьев и вольеров, а через минуту оказываешься в совсем другой среде. Полумрак, вода и морские обитатели буквально перед тобой. Это арапайма – одна из самых крупных рыб Амазонки. Она даже поднимается к поверхности за воздухом. Рядом сомы. У них длинные усы-антенны, чтобы находить еду в мутной воде. Большую часть времени держатся у коряк и камней, а потом резко ускоряются за добычей. А вот речной скат почти сливается с дном. И важно помнить, на хвосте у него есть защитный шип. Мы сейчас немного пройдемся по этой части и покажем самое интересное.
submarina. Profundidad 5 metros. Puente de mando, ¿me copian? Aquí puente de mando. En agua tranquila. Mantengan el rumbo. Comprendido. Это гиббон, азиатский примат, который летает между ветками на руках. И живут они в среднем около 30-35 лет в природе, а в неволе могут доживать до 40-50. Питаются в основном фруктами, но также едят листья, цветы и насекомых. А естественные враги у них – крупные хищники и птицы, леопарды и большие змеи. Большая ящерица тыгу, южноамериканский земной хищник, живет рядом со страусом, самой крупной птицей в мире. И кто, кстати, сказал, что черепахи медленные? Посмотрим африканских животных. Это каан, самая крупная антилопа в мире. Взрослые особи могут весить почти до тонны. Зебра славится своими уникальными неповторяющимися полосками. Ну и, конечно же, бегемот. Бегемот не умеет плавать как рыба. Он обычно ходит по дну и отталкивается, а потом всплывает за воздухом. И напоследок белый кенгуру. Ну а теперь самая важная для меня часть – пумы. Этих кошек я полюбила благодаря Аргентине. К сожалению, до пумы дошли уже в обед, когда они сладко спали, но нам удалось подснять их активными. Так, ну мы нашли пум. Это просто прекрасные новости. Какие они маленькие, такие худенькие, хорошенькие, как котики. Поэтому идем еще с другой стороны на них посмотреть. Сейчас довольно жарко, поэтому они пребывают во сне и прячутся от солнца. Пума – сильный и очень осторожный хищник. Она двигается почти бесшумно и редко показывает себя лишний раз. И интересный факт. Пумы не умеют рычать, как львы или тигры, зато могут мурлыкать, шипеть и даже мяукать. В дикой природе они обычно охотятся в одиночку и полагаются не на скорость, а на скрытность и точный прыжок. Ну что, я подснимаю пум с телефона, и мы снимаем с камеры. Две отдыхают, одна ходит, активничает и показывается нам, поэтому в камеру она попала. Мини-цель выполнена, мы увидели пум. Они очень хорошие, такие милые, прям как кошечки, и хочется одну домой. Но в дикой природе все еще осталась цель – это увидеть пуму, подснять ее хотя бы где-нибудь вот далеко. Вот ее так редко можно встретить, а мы это сделаем. Вот увидите. Подписывайтесь на канал и не упустите. А это агуара-гуасу, кровистый волк, один из самых необычных хищников Южной Америки. Он выглядит как волк на высоких ногах. Ему так удобнее ходить по высокой траве. И рядом капибары. Самые крупные грызуны в мире, спокойные и очень социальные. Обычно держатся группами и почти всегда рядом с водой. У капибар глаза, уши и ноздри расположены высоко. Они могут держать тело почти полностью под водой и при этом видеть и дышать. Они ныряют не просто ради кайфа. В воде капибары прячутся от хищников и часто замирают, оставляя на поверхности только нос. Здесь очень много разных животных, и у каждого свой большой вольер. Видно, что пространства много, есть укрытие и все продумано так, чтобы животным было комфортно. Интересный факт про летучих мышей. Кровью питаются не все подряд. Это всего несколько видов. А большинство ест насекомых, фрукты и даже нектар. Поэтому они еще и помогают опылять растения. Вон там тоже интересная птица ходит какая-то. Мы пришли в зону, где только птицы. Очень интересная зоологика. И вот есть зона отдельно с птицами. Сейчас смотрим птиц. Сейчас надеемся увидеть тукана. Наверное, следующим кадром вы увидите. Это попугаи там беснуются. В Темайкин очень много птиц. Для них здесь сделан отдельный большой уголок. Можно долго просто идти и наблюдать. Кто-то сидит совсем близко, кто-то пролетает над головой, и постоянно слышны разные голоса. Это одна из тех зон, где легко задержаться дольше, чем планировали. Ну а теперь перейдем к самому новому, что можно посетить в Темайкин. И честно, я вообще не ожидала, что меня так накроет. В процессе я даже расплакалась. Это планета вида, иммерсивное шоу, где ты буквально оказываешься внутри истории про нашу планету.
По сюжету нас забирают инопланетяне, и мы проходим на их корабль. Как будто начинается настоящая миссия по спасению планеты. Внутри все сделано как настоящая экспедиция. Свет, звук, вибрации, и ты реально чувствуешь себя на борту. А дальше начинается путешествие по разным мирам планеты. И выглядит это очень впечатляюще. Природа, животные, океан и то, как это все связано между собой. Это очень красиво сделано, но главное, в какой-то момент ты начинаешь не просто смотреть, а реально чувствовать, насколько все хрупко. Было очень трогательно о том, как фонд Темайкина спасает животных, лечит, привозит их сюда. И такое завершение нашего нахождения в парке, по-моему, замечательно. Что мы немножко образовались, мы понимаем, как это важно. Защищать природу, не пугать животных, не кормить их всякой гадостью. Будем делать все, что от нас зависит. В общем, парк был очень классный, я надеюсь, вам тоже понравилось. Мы советуем приехать сюда и выделить 6 часов будет достаточно. Билеты лучше покупать заранее, онлайн. Для резидентов Аргентины билет стоит дешевле, но это того стоит действительно. На 6 часов взять, перекусить, попить водичку или чай и смело приезжать сюда. Там выходной день к открытию, когда животные, особенно кошачьи, еще в таком бодром настроении, потому что днем жарко, и они хотят спать. Я довольна, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, каждому зверьку вы поставили лайк и напишите, какой ваш любимый зверь. Вот давайте, я выбрала пуму. Напишите, какой зверь нравится именно вам. Всем чао!